Друзья, минутка важной информации. К сожалению, ситуация продолжает быстро деградировать. Вчера стало известно, что YouTube окончательно уходит из России и отключает всех российских блогеров от монетизации. Это, конечно, печально. Помимо этого, всем известны и проблемы с блокировкой или замедлением. Тем не менее, мы продолжаем работать и будем держаться здесь до конца. Пока это возможно и не противоречит законодательству нашей страны, лекции продолжат выходить по обычному распорядку, трижды в неделю. Чтобы не потерять нас, подпишитесь на наш телеграм-канал, в котором я каждый день отвечаю на ваши вопросы о жизни после смерти и пишу оригинальные статьи, а также держу вас в курсе всей оперативной информации. Кроме того, там вы найдете уютные мини-влоги о моей жизни и мега-позитивный чат, в котором наши дорогие читатели и зрители всегда поддержат горюющих и скорбящих по своим любимым и близким. Ссылка в описании видео и на экране. Ну и не вешайте нос, друзья! В конце концов, когда-нибудь, рано или поздно, но обязательно и неотвратимо, все будет хорошо. Ну а теперь забудем о грустных новостях, перезагрузимся и перейдем к знаниям. Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной вселенной. Сегодня мы поговорим о призраках. Разберемся в том, как умершие становятся призраками, по каким причинам они появляются в физическом мире, как могут оказаться привязанными к земле и узнаем, как избежать этой печальной участи. Призраки – это материализации умерших в земном физическом мире в виде зримых для живущих образов. О материализациях мы подробно говорили в предыдущей лекции. Обязательно посмотрите ее, если хотите разобраться лучше и узнать больше. Призраки могут являться в форме привычного тела, обладавшего им при жизни человека, как облако тумана или в виде бесформенной эфирной субстанции. Призраки действительно существуют, наглядно доказывая непреложный факт продолжения жизни после смерти биологического тела для всех без исключения. Неисчислимое множество раз появления призраков фиксировались людьми, записывающей аппаратурой и прочими техническими средствами. Подтверждающие этот феномен доказательства раскиданы по всей истории человечества и наличествуют в наскальной живописи, древних свитках, книгах, научных исследованиях, экспериментах, отчетах ясновидцев и экстрасенсов, современных видеозаписях и так далее. Свидетельства о явлении призраков появляются на протяжении многих тысячелетий, и на их количество не влияет ни технический прогресс, ни вероисповедание свидетеля, ни приверженность его к скептическому образу мышления, ни любые другие факторы. Призраков видят по всему свету, во всех странах и на всех континентах. Их видят сейчас, их видели тогда, когда глобализма и связи между народами, чтобы можно было как-то перенять друг у друга совпадающее описание, не было еще даже в проекте. Призраки появляются по разным причинам. Иногда это так называемый визит вежливости родственника или близкого человека к живущему с целью сообщить ему о продолжении жизни после смерти, тем самым утешив его горе, или, например, предостеречь от опасности. Иногда призраки появляются вынужденно, без собственной на то воли, так как являются застрявшими по тем или иным причинам между землей и тем светом душами. Последние могут даже не осознавать, что уже умерли, и находиться в некоем состоянии беспамятства, скитаясь между живущими и не понимая, что вообще с ними происходит. Это может случиться из-за того, что человек неправильно провел земной отрезок своего существования.
погружался в материализм, сосредотачивался на ничего не значащих ценностях вроде денег, шмоток и власти, причинял другим боль и страдания, с головой ушел во вредные привычки. В общем, так или иначе взращивал собственный эгоизм, забыв об истинных целях воплощения, получении знаний, повышении духовного уровня, количества любви, добра и света в собственной душе и в мире в целом. Такому человеку самое место на земле, где все описанное властвует над живущими, поэтому по закону соответствия он и не может подняться выше. Его ценности примагничивают его к соответствующему окружению. Оттого он и становится призраком, что называется привязанным к земле. Существует стереотипное заблуждение, что можно потратить жизнь на эгоизм, зло, жестокость и погоню за материальным, а потом, незадолго до смерти, получить отпущение грехов от церкви, и все будет хорошо. Любой преступник якобы через такое отпущение может попасть в рай. Любая заблудшая душа в мгновение ока, словно по взмаху волшебной палочки Гарри Поттера, очистится от эгоизма и воспарить в обитель ангелов. Это, разумеется, не так. Никаких способов быстро избавиться от негативных настроек, никаких чит-кодов ИДД-КУД для моментального повышения духовного уровня не существует. Мы приходим в жизнь, чтобы употребить ее на добрые дела, постепенно исполняясь светом и наполняясь любовью, которые и являются единственным пропуском в прекрасные духовные сферы. На Земле можно купить все. Там же, где без сбоев работают законы соответствия и притяжения подобного к подобному, земные хитрости перестают действовать. Некорректно обращаясь со своей жизнью, потратив ее на пустое, не получив знаний о собственной бессмертной природе, ее целях и задачах, можно стать призраком и надолго застрять у земли. Или того хуже, в мрачных, так называемых адских духовных сферах. Но есть и хорошие новости. Во-первых, как вы уже знаете из предыдущих лекций и нашей книги «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир», никто никого не наказывает и не обрекает на вечные муки. Из любого положения, даже самого печального, всегда есть выход. Правда, выход этот обнаруживается исключительно через работу над собой, порой весьма непростую, но все же ведущую к величайшему вознаграждению. Во-вторых, любому под силу подстраховаться от незавидных перспектив. Все, что для этого нужно, сущий пустяк. Всего-то искренне жить по совести и божественным заповедям. Любить, прощать, помогать, обретать знания. Кто-то скажет, мол, в нашей суровой жизни, в которой каждый день нужно бороться за выживание, все это очень непросто. Но это лишь отговорки и оправдание собственного нежелания преодолевать препятствия и делать не всегда простой выбор в пользу добра. Да, совершить зло всегда проще, и оно дает быструю материальную выгоду, в этом и есть его искушение. Но добро сильнее и ведет к истинному счастью, пусть и в чуть более отдаленной перспективе. Попав в беду, окунуться в океан отчаяния и жалости к себе всегда проще, чем остаться сильным, невозмутимым и использовать опыт собственного горя для помощи другим страдающим людям. Но последнее всегда ведет к очищению и выздоровлению от негатива и эгоизма, к открытию возможности жить прекрасной, радостной жизнью и исполнять все свои желания. Возможности для духовного роста предоставляются каждому. Чтобы не ходить далеко, просто задумайтесь прямо сейчас. Думаете, вы попали на этот канал просто так? Во Вселенной не бывает ничего случайного. То, что я говорю вам сейчас эти слова, а вы слушаете их, это возможности, предоставленные нам нашими духовными наставниками и Господом. Мне они даны, чтобы помогать другим, тем самым реализуя свое назначение и искупая совершенные ранее ошибки.
Вам, чтобы отправиться по пути света, получить знания и утешение, а затем поделиться ими с другими, умножив количество добра во Вселенной. Так это и работает. Поскольку посмертный путь во многом определяет состояние сознания в момент перехода, в редких случаях можно застрять призраком у земли из-за сильного страха смерти, депрессий, пристрастия к печалям и отчаянию. Чтобы избежать этого, достаточно продолжать получать знания о духовном мире, его ценностях и применять их на практике. Если в момент Великого Перехода вы натолкнетесь на какие-либо подводные камни, сознание автоматически подтянет некогда полученную информацию и поможет вам их обойти. Если случится так, что вас начнет затягивать в неприятные места и сферы, необходимо взывать о помощи к силам света, к родным и близким, мысленно сосредотачиваться на движении вверх, к Богу и ангелам, в высокие духовные сферы, визуализировать это движение, молиться и думать исключительно о хорошем. Помощь обязательно придет, и надолго в мрачных мирах вы не задержитесь. Там, наверху, страстно желают, чтобы никто из нас не стал призраком, а сразу после ухода из жизни вознесся в великолепные духовные сферы, встретился со своими ранее ушедшими туда родными и любимыми и вместе с ними отправился дальше, по вечному пути знаний, любви и счастья. На протяжении всей земной жизни эти незримые помощники и заступники сигналят нам, отправляют послания о важности употребления физического отрезка нашего существования для развития добрых дел и наполнения мира светом и любовью. Все, что нужно для счастья, как в земной жизни, так и в потустороннем мире, просто прислушаться и действовать в соответствии с ними. Только и всего. На сегодня это все, дорогие друзья. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации, приятное общение с единомышленниками продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.